Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. 16 марта обязательно попросите у солнышка богатства, чтобы деньги всегда водились в вашем доме. Также поговорим о том, почему сегодня нельзя есть мясо и брать в долг по народным приметам. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, 16 марта по православному календарю отмечается День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Братья Евтропий, Клеоник и племянник святого великомученика Феодора Тирона Василиск были друзьями. И святые жестоко пострадали в городе Амасии Понтийской, который находится в Малой Азии, приблизительно в 308 году. Сами же братья были заключены и своей сильной верой и проповедями помогли прийти к христианству и христианской вере многих язычников того времени. Когда святой Феодора погиб, мученики Евтропий, Клеоник и Василиск все так же уверенно продолжали исповедовать веру в Иисуса Христа, за что были и бессердечно избиты, так что на их телах не было и живого места без ран, крови и порезов. Во времена тех самых зверских пыток святые в голос молились Богу до последнего и были услышаны. В ответ на громкие слова и молитвы явился Господь с ангелами, а с ними был и дядя Василиска, святой великомученик Феодор Тирон, который им сказал: «Се на помощь вашу Спаситель придет, да известны будете о вечной жизни». После увиденного обычные люди стали просить Аскеодота прекратить жесткие пытки. Народ был безумно взволнован и готов был уверовать в Бога. Изо дня в день над ними чудовищно издевались на глазах у людей, а через несколько дней и вовсе распяли. Святой Василиск был обезглавлен, его тело и голову было приказано вбросить в реку и забыть раз и навсегда. Но после увиденного христиане не смогли оставить этого, они нашли его останки и похоронили в поле. Позже в Каманах была воздвигнута церковь во имя святого Василиска. Сегодня старовер, услышав его имя, отмечали рифмой «Евтропий путь торопит, да снег топит». Что касается веры, то люди помимо восклика обязательно должны были обойти огород или вскопанный дачный участок крест-накрест, дабы солнце лучше грело именно в этом месте. Народ искренне верил в то, что стоило привлечь внимание солнышка, попросить и помолиться растопить оставшийся снег и согреть землю, чтобы урожай радовал и прокормил все семейство в ближайшем будущем, а все те, кто будут мешать и причинять вред посеву, обходили стороной это место. Говорили, что если 16 марта до восхода солнца умыться водой, в которой лежало серебряное украшение и обычное сырое яйцо, то весь следующий год будете молоды, сильны и красивы. По солнцу очень часто судили и о погоде, если солнце садилось в объятия облаков. Будет обязательно идти дождь целый день. С солнцем старцы старались шутки не шутить, так как оно могло быть злым и злопамятным. Поэтому сначала хорошенько думали, прежде чем что-то сделать, говорить или просить. Наши предки про солнце знали и придумали даже много баек, сказок. После захода солнца категорически запрещалось выносить мусор или другие ненужные предметы из дома, чтобы вместе не вынести свое счастье и свое здоровье. Когда солнце закатилось, не бросай ссор на улицу, пробросаешься, так говорили наши предки. Еще есть такая история, что нельзя в сумерках давать деньги в долг, ибо потом будешь долго беден, а долги отдадут тебе не скоро. По закате солнца хлеба и денег в долг не дают, весь год в долгах будешь. Стоит также отказаться и от прогулок в этот день, потому что именно сегодня, 16 марта, по рассказу наших старейшин, главным событием было пробуждение медведя. Обязательно тот, кто шел в лес, встречал на своем пути медведя, поэтому стоило хорошенько подумать, прежде чем идти и вообще решаться на такой поступок.
Поэтому рекомендуем все планы и дела, связанные с охотой, рыбалкой, туризмом, отменить в этот день или перенести на другой, более благоприятный для этого. Но не забрасывайте в дальний угол эту затею. Попробуйте узнать что-то новое из любимой вами сферы. Посмотрите что-то новое. Различные обзоры, например, на тему туризма. В какой области лучше охотиться и на кого. Где лучше клюет. На что и какая рыба вводится в ваших водоемах. Уверены, что эта информация не оставит вас равнодушными и добавит еще больше интерес к любимому хобби. Обращали славяне внимание сегодня и на птиц. Если синицы радовали людей своим прилетом, то урожай зерновых можно было ждать богатый. Если поутру снегири пели под окном, ждали тепла. А если они грелись в кучке все рядом, то ждали еще лютый мороз и снегопады ближайшую неделю. Когда синицы громко и весело поют, к теплым деньгам. Если их чириканье грустное и протяжное, будут еще заморозки. Немаловажно было еще, какой стороны крылатые пытались обратить на себя внимание. Так, если после 2 часов ворона начала ворчать на юге во дворе, то она хотела поделиться, что скоро обязательно будет потепление. А если звук доносился с северной стороны, то рано было еще радоваться, морозы еще будут преследовать. Когда утром видели ворон, которые купались в снегу, люди ждали ясную и теплую погоду. Мужики кормили скот и начинали доставать орудия труда для земли, а девушки шли стирать и развешивать стирку, которая высыхала уже с огромной скоростью под лучами светлого солнца. Всех птиц ждали увидеть в своих домах и скворечниках люди. Оно и не странно, они ждали скорейшего тепла и красочных дней. Поэтому скворечники должны были быть все исправны, кормушки должны быть полные, поилки обязательно с водой. Птицу уважали, но были птицы, которые оповещали о холоде и заморозках. Такими, например, были трясогузки. Они прилетали из теплых краев и почему-то приносили с собой еще пару дней холода. Но люди понимали, что если весна уже настала, то и до лета рукой подать. Поздравлять 16 марта стоит именинников с именем Василиск и Зинан. Пусть счастье, добро и радость украсит их жизнь в этот прекрасный день. И 16 марта, как мы уже вначале сказали, обязательно сегодня проведите практику. Посмотрите на солнышко, поднимите руки к небу и скажите одну фразу. Благодаря этой фразе вы сможете открыться потоку денежного изобилия и достатка и привлечь деньги в вашу жизнь. Помните о том, что Солнце имеет достаточно сильную энергию. И если правильно ним уметь пользоваться, вы можете использовать себе во благо. Поэтому сегодня, 16 марта, в любое время, когда вам будет комфортно, когда вам будет удобно, обязательно посмотрите на солнышко, попросите у него богатства и скажите следующие слова: «Солнышко светлое, солнышко богатое, беды и потери отрази, преграды с моего пути убери». Привлеки ко мне удачу и успех зови в придачу. Позови везение, улучши настроение, истинно да будет так. После этого вы идете заниматься своими делами. Только помните, проводите эту практику только в прекрасном расположении духа. Помните, Солнце имеет достаточно сильную энергетику. И еще хотим вам, друзья, сделать один маленький акцент на том, что после захода солнца нельзя выбрасывать 16 марта мусор, а также нельзя давать и брать в долг деньги и даже еду, потому что это может для вас обернуться бедностью, а долги, которые вы взяли на себя, придется отдавать здоровьем. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 16 марта 2022 года. 16 марта по лунному календарю, друзья, нас с вами ожидает 14 и 15 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Дева. Сегодняшний день — это самый сильный и мощный день этого месяца. Вы знаете, он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное предприятие. Не пропустите этот день, он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц. Сегодня энергетически очень сильный день, и только от вас будет зависеть правильное распределение энергии этого дня.
В любом случае он потребует от вас активности и инициативы. Если сможете найти в себе силу и даже дерзость для решения каких-то вопросов, ну, конечно же, в рамках разумного, вы сможете реализовать свой внутренний потенциал, который так долго ждал своего пробуждения. Не бойтесь сегодня начинать новые дела, которые могут казаться бесперспективными, а также не забывайте заканчивать старые дела, которые ждут от вас своего логистического завершения. Если вы потратите энергию этого дня на повседневные мелочи и рутинную работу, то никакого результата вы не дождетесь. Мало того, в конце дня будете чувствовать себя совершенно разбитым человеком, который ничего не добился. Только грандиозные проекты и самые масштабные мероприятия должны быть сегодня в вашей жизни. В этом случае в конце дня вы почувствуете подъем сил и радость активного и результативного дня. День весьма богат информацией, причем не только явной, которая лежит на поверхности, но и скрытой, подсознательной. Вы должны уметь уяснить для себя и ту, и другую. Будьте предельно внимательны к каждому слову, сказанному даже невзначай. Все будет иметь значение в будущем. И уж тем более не избегайте никаких примет и знаков, которые нужно уметь сегодня применять ко всем происходящим событиям в вашей жизни. Любой источник информации становится жизненно важным для вас, так что не лишним будет углубиться в чтение содержательных книг. Сегодняшний день призывает нас к деятельности, к тому, чтобы мы не сбавляли темпов движения, не останавливались на достигнутом, держались выбранного пути, были твердо уверены в грядущем успехе. Избегайте провести этот особенный день в безделье. Энергетические ресурсы сегодня не бездонны, их застой крайне неблагоприятен. В конце дня устройте вечеринку, она пройдет бурно и весело для вас. С уважением отнеситесь к любой информации, даже случайно услышанная фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание, могут оказаться для вас полезными. Что же касательно стрижки волос, то если вы хотите улучшить не только моральное состояние, но и материальное, то визит к мастеру сегодня обязателен. Также, для того, чтобы притянуть удачу в этот день, достаточно просто коснуться ножницами волос, а еще лучше сделать стрижку. До похода в салон красоты обязательно подготовьтесь, полистайте журналы или поищите на страницах интернета актуальные прически на этот сезон. То, что вы для себя подберете, окажется чем-то новым и подходящим. Подруги захотят такую же прическу, но, увы, она идеально смотрится только на вас. Более того, не наносите на волосы ничего лишнего, ни масок, ни масел. Ламинирование, завивка или химия вас также сегодня не обрадуют. Окраска и тонировка волос натуральными красителями поспособствуют успеху в делах. Что же касательно прически, то сделайте прическу сегодня на прямой пробор, чтобы привлечь свежую энергию. Проведите, пожалуйста, этот день активно, обязательно реализовывая только все задуманное. Как вы видите, сегодня достаточно сильный по энергетике день, поэтому обязательно вы используйте его по максимуму. А вот грусть, тоску, плохое настроение гоните прочь, не задумываясь, и занимайтесь только конкретными делами. Но в то же время не стоит перегружать сегодня свое зрение чрезмерно и пользоваться духами и прочими ароматами, которые могут повлиять на вас. Друзья, достаточно сильная энергетика этого дня, поэтому обязательно используйте этот день себе во благо. Мы надеемся, что эта информация, эти советы были очень полезны для вас. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна.